Друзья, всем привет! Я приготовила небольшой сюрприз для всех любителей и болельщиков волейбола. Сегодня мне бы хотелось посвятить эту передачу всем иностранным специалистам, легионерам, натурализованным игрокам, которые когда-то довольно продолжительный период времени работали в Казахстане. Но сейчас по воле судьбы они оказались в разных точках земного шара. Эти люди, которых я и наши болельщики прекрасно помним и за ними скучаем. И какой же была моя радость, когда, связавшись со многими из этих игроков, я услышала, что они с удовольствием помогут в создании этого классного сюжета. В свою очередь, я хочу выразить огромную благодарность всем, кто записал эти искренние и теплые видео для нас с вами. И отдельно хочу поблагодарить Сану Анаркулову, которая помогала мне. Она поддерживала связь с некоторыми игроками, пока мы записывали этот сюжет, а также Инну Матвееву, которая тоже была связным звеном между мной и японским тренером. Ну и сейчас перед вами будет краткий обзор тех, кого сегодня вы услышите в нашем видео. Итак, прежде чем перейти к основному видео, нужно немножечко, конечно, коснуться истории, когда вообще стали приезжать иностранные специалисты в Казахстан. Конечно, за период где-то с конца 80-х, начала 90-х годов, когда впервые в Казахстан стали приезжать иностранные специалисты, и по сегодняшний день скопилось немало игроков. Тренеров, конечно же, значительно меньше. Поначалу, естественно, это были страны ближнего зарубежья, это Россия, Украина, Беларусь и также Узбекистан и Кыргызстан. Затем позднее стали добавляться уже Куба, Сербия, Таиланд, Япония, Турция, Америка, Китай, Словения. Кого еще я не упомянула или забыла, пожалуйста, напишите обязательно в комментариях. Вообще, конечно, интересно, вела ли федерация наша такую статистику, которая бы показывала вот за весь период, да, по сегодняшний день, сколько у нас вообще играло в Казахстане легионеров. С нетерпением переходим к основной части нашего видео, в котором хорошо знакомые нам спортсмены и тренеры записали для всех нас очень теплые слова воспоминаний о Казахстане, о том, что им здесь запомнилось. Они передали много конкретных приветов людям, и некоторые из них даже поделились ценными советами. Приятного просмотра! Здравствуйте, меня зовут Бояна Несторович, Радулович Экс. Я играла в Казахстане 2017, 18 до 20 года в волейбольном клубе «Алтай» в Усть-Каменогорске. Я сейчас мама, 2 ребенка, и этим я занимаюсь сейчас. У меня с Казахстана осталось много хороших воспоминаний, и очень много хороших людей я там встретила. Плохое из Казахстана вспоминание — это минус 40 градусов. Я мерзла всегда, так что у меня в целой моей карьере я много в землях играла. У меня в Казахстане осталось самые лучшие воспоминания. За это время, когда я играла в Алтае, мы выиграли чемпионат, суперкубок, кубок, ходили на азиатские игры, так что все выиграли. У меня с Казахстана много друзей, с которыми я сейчас общаюсь, так что из-за этого очень счастлива. Это меня волейбол помогал.
хочу передать привет моим друзьям Эли Садико, Айнашки, Дробику и много-много других друзья и девочкам из других команд, тренерам всем. И, конечно, Санчо, Сане Анатоловой. Привет! Огромный привет тоже Кристи моей Аниконовой. Чао! Всем привет, с вами Ольга Карпова. Нужно ответить на вопросы, чем мне запомнился Казахстан. Я бы хотела по-другому сказать, что для меня Казахстан. Для меня Казахстан — это люди. Это мои девчонки, это наша команда, с которой мы и радовались вместе нашим победам, делили горечь поражений, вместе гуляли свадьбы, радовались рождению деток, с которыми мы общаемся до сих пор. Я иногда звоню, говорю: девчонки, мне нужна ваша помощь, нужно то-то и то-то. Девчонки такие: ой, Карпик, конечно, да, мы поможем. Это очень приятно, и это связи, которые сохранились на всю жизнь. Вот. Что бы мне очень хотелось, мне бы хотелось всех увидеть и всех обнять. Девочки, я вас очень люблю. Потом меня в Казахстане свела жизнь не только со спортсменами. Это огромное количество людей, которые работали вместе с нами, нам помогали. Это тренеры, начальники команд, врачи, массажисты, да. И обо всех этих людях у меня сложилось исключительно приятное впечатление, и ничего кроме благодарности я не могу сказать. К сожалению, некоторых уже нет с нами. Нельзя не вспомнить нашего тренера Вячеслава Николаевича. Вячеслав Николаевич, ждите нас долго, мы вас очень любим, мы вам очень благодарны за все, что вы для нас сделали, и спасибо за все, чему вы нас научили. Какую-нибудь интересную историю рассказать? Ой, там много таких историй было, которые, наверное, рассказывать не стоит, но попробую. Один раз на чемпионате Азии, а были мы с Неллой Алексеевной, мы поехали на игру. Игра серьезная, там уже ближе к финалам, приезжаем на игру, начинаем разминку, и тут нам говорят: вы одели не ту форму, у вас форма должна быть другого цвета. По-моему, мы приехали в красное, а должна была быть белая. Ну, ошиблись, елки-палки, что делать? В результате полкоманды разминается на площадке, вторая половина, ноги в руки, галопом назад в гостиницу, спрашивали, у кого где лежит майка. Скорее привезли форму, но, слава богу, все закончилось хорошо, успели. Вот такая вот вам интересная история с чемпионата Азии, если не ошибаюсь, во Вьетнаме. Нелла Алексеевна, вам тоже большой привет. Я хотела бы начать с извинением за мой несовершенный русский язык. В общем, Казахстан для меня особенный, и в этой истории я вам расскажу, что осталось в моей памяти. Что это моя первая страна, в которую я поехала играть в волейбол за границей. Тоже встретила очень много хороших людей. Я, когда подписала контракт за ЖТСУ, я видела, что в Казахстане играют всемирно известные игроки, как Сильвия Попович, Мамадова, год у меня играла Бракочевич. И, честно говоря, это мне очень помогло, и я поняла тогда, что я не ошиблась, и что я приняла правильное решение. Я 3 сезона провела в Казахстане, 2 сезона играла за команду ЖТСУ, и тогда команда ЖТСУ жила в Алмате, и 1 год в Каменногорске за команду Алтай. Моя любимая команда — это же ЖТСУ, тоже город Алмата. Я очень люблю Алмату. Она навсегда останется в моем сердце, тоже как команда ЖТСУ. Я своего любимого человека познакомилась в
в Алмате. И прям очень-очень-очень-очень хочу поехать в Алмату, когда у меня получится. Это номер один на листе. Вот, хочу погулять просто. Я из Сербии, да, и большинство людей у нас христиане. У вас в Казахстане есть разные религии, и благодаря Казахстану я научилась, что не должна делить людей по признаку их религии, а потому хорошие они люди или нет. Я когда приехала в Казахстан, конечно, я не говорила ни слова русского языка, только некоторые девушки говорили английский. Тоже в этот момент мой английский был плохой. Но тренер говорил только по-русски. Я, конечно, вообще ничего не поняла, только смотрела девушки, что делает, и я повторяла за ними. Вот. Я поняла, что мне срочно нужно научиться русский, чтобы понять тренера и его установки. У меня была учительница, и я занималась русским языком через видео. И я помню, что у меня была тетрадь, конечно, и с этим тетрадью я приходила на тренировки и задавала девушкам вопросы, в которые я училась с учительницей. Помню, что в команду ЖТСУ приехала чуть позже из-за сборной, потому что у нас было соревнование. И тоже Татьяна Машкова пришла в команду позже из-за пляжного волейбола. Вот. И у нас не было с кем работать на пару, на тренировку, и тоже не было с кем жить. И спасибо этому моменту, что у нас не было, мы начали нашу дружбу. Спасибо Казахстану, у меня есть своя лучшая подруга, и не могу дождаться момента встретиться с ней в Алмате. Спасибо тренеру Вячеславу Николаевичу, который не с нами, но я никогда не забуду про него, потому что он мне очень много помог в некоторых ситуациях, которая была самая сложная для меня в Казахстане. Большой привет передаю, конечно же, моей подруге Татьяне Машковой, Амандику Габасовичу, Денису Викторовичу и всем, с кем общаюсь. Пока-пока. В первую очередь хочу поблагодарить Казахстанскую Федерацию волейбола, Нутай Бакаевич Абыкаева за их прекрасный труд, который они проводили вместе с нашей командой и со всеми сборными, которыми мне приходилось работать. Ермека Арбековича Сырлыбаева и Геннадия Васильевича Паршина за их плодотворный труд, за их поддержку, всей федерации, и пожелать им, самое главное, здоровья, счастья и продолжения прекрасных результатов вместе с казахстанскими национальными командами. Большое вам спасибо. Хотел бы поблагодарить Марину Стороженко. Спасибо тебе, Марина, за то, что ты делаешь этот труд для всех нас. Вот, я думаю, что это поможет и игрокам, и тренерам, и всем для нашего волейбола. Спасибо большое. Также хочу поблагодарить и сказать спасибо через Карину, чтобы они все знают, кого я имею в виду, Карину Ишимцеву. Поблагодарить ее от имени игроков за то, что они сделали для нас, для всей команды. Вот. Благодарить тренерский состав наших докторов, все, которые участвовали в подготовке и проведении всех наших международных соревнований и сборов.
Hello everyone. Okay, first question. Okay, I was staying in Kazakhstan 5 years, 5 seasons. Okay, I love Kazakhstan, sunset and great mountain, and they have so good color more than Japan. Yeah, of course, Japanese has a Japan mountain in the a lot of nature. Yeah, but okay, Japanese color, Kazakhstan color, it's so different. Very good. Kazakhstan has a very good color. After back to Japan, I went to new gym. So I went to gym and maybe a week 6 times, sometimes 10 times. Sometimes okay, 1 day 2 times. So okay, my body is a little okay, strong and a little big. Maybe you understand. But it's so important. I think so. Okay, of course. Okay, coach must teach, coach must help player. But okay, if okay, coach they don't have good body, they don't have good idea, maybe that player not change. Little down. Yeah, I think so. One more time, I want to teach in Kazakhstan. Kazakhstan volleyball player, Kazakhstan volleyball coach. Yeah. Maybe I love Kazakhstan. See you again. Thank you. Rahmet, спасибо. Arigato. Привет всем Казахстане! Я нахожусь в Сербии дома, и в этом сезоне я буду здесь. Все знают, что 2 предыдущие сезоны я играла в Казахстан. Это за плечами 2 успешных сезона, и очень довольны тем опытом, который получил там. Первый год я была в Оскемен. Там было очень холодно, играла за Алтай, но успешная сезона за меня. Встретила другую культуру, там хорошие люди, хорошие спортсмены. И я попробовала эту лигу. Очень рада, потому что играла 2 сезона с самым лучшим игроком, членом сборной Казахстана, Сана Анаркулова. Она мне много помогала и всегда была рядом. Второй сезон я была в Туран, на юге Казахстана. За меня приятнее, потому что хорошая погода, всегда тепло. Я верю, что когда-нибудь вернусь снова. Я хочу тоже передать привет тренеру Марку Gršiću, Vovi, Kristini, Sveti, Žani, Anastasiji. Удачи этом сезоне. Всем привет! Я Оля Дробышевская. Вспоминаю ли я Казахстан? Ну, конечно же. Вся моя профессиональная взрослая карьера в волейболе связана именно с ним. Я очень благодарна ему за все эти годы, которые мы были вместе, можно так сказать. Вот, очень люблю город Алматы.
С этим городом у меня много связано, много теплых воспоминаний, встреч, даже каких-то семейных традиций. Вот. Когда у меня появилась дочка, я ее туда тоже привозила, чтобы показать Алматы своими глазами, чтобы она тоже влюбилась в него, так же, как и я. Вот. Спасибо Казахстану за все. Я очень благодарна, правда. Хочу передать привет всем девчонкам, с которыми я играла за все эти годы, проведенные в Казахстане, всем тренерам, с которыми работали вместе. Были какие-то моменты и хорошие, и не очень, но тем не менее это все опыт, это все практика, это все наша жизнь. Я еще раз скажу, что я очень благодарна за все это время, проведенное вместе в Казахстане. Очень много подруг я приобрела там. Для меня это ценно. Я всех помню, всех люблю и всех обнимаю. Всем привет, меня зовут Даница Маркович, но вы меня знаете как Даница Раденкович. Я играла 3 сезона для Алтай в Усть-Каменогорске. Это было с 2019 до 2022 года. И это помню как очень успешный период для меня. Мы выиграли чемпионат, суперкубок, кубок, даже клубский чемпионат Азии. Так что это был хороший период для моей карьеры. Я сейчас играю в Америке, в Love Madison. И часто вспоминаю Усть-Каменогорск, потому что здесь тоже очень холодно. Но я рада, что у меня была возможность познакомиться с этим городом, с страной, с культурой, с людьми, едой. И я часто скучаю по девушкам, с которыми я играла, и людьми, которые работали в клубе. Так что хочу передать привет всем. Не хочу называть имена, не хочу никого забить. Так что всем привет. Надеюсь, увидимся скоро. Всем привет! Привет, Казахстан! Привет, Мариш! Меня зовут Виктория, я из Белоруссии. Я также провела прекрасных 3 года в команде ЖТСУ. Прекрасные воспоминания, конечно. Мариш заставила вернуться меня на целых уже 12 лет назад это было. Даже не верится, вспоминается как вчера. Вот, поэтому, что я могу сказать? Мое проведенное время там, это, конечно, как из такой истории вспомнить есть, что на камеру рассказать нечего. Поэтому поделюсь воспоминаниями, наверное, своими о команде, в которую я попала. И очень этому была довольна, так как это был мой первый опыт легионерства. И сразу попасть в абсолютного лидера этой страны, попасть в команду мастеров, членов национальной сборной Казахстана. Вот, поэтому для меня, конечно, была честь играть именно в этой команде и защищать именно этот клуб. Ну и что я могу сказать? Девчонки все классные, со всеми мы ладили, дружили. Тренерский штаб тоже, естественно, был у нас. Сам город, конечно, потрясающий. Столько возможностей. Я впервые в горах побывала и увидела каток Медео. Вот. Одним словом, Казахстан для меня остался в памяти. Только хорошие воспоминания у меня с ним. Безусловно, очень хотелось вернуться мне, поиграть еще, но жизнь немножко по-другому сложилась.
Спасибо, Мари, что заставила вернуться в то время. Сейчас так вот вспоминаешь, конечно, все эти истории. Круто. На самом деле, крутой город, крутая команда мне попалась, крутое время у меня там было. Передать привет. Я, наверное, в первую очередь хочу это моим единственным 2 болельщикам, которым понравилась моя игра, которые на протяжении всего времени были со мной на связи, писали мне, желали удачи. И по сей день даже мы переписываемся, также поздравляем друг друга с праздниками, с какими-то. Вот, это первый мой болельщик Ерлан с Усть-Каменогорска. Очень приятно, конечно, было, по-моему, тогда в первый год, когда я приехала, она была на игре, потом сразу нашел меня в интернете, написал. И меня вообще восхищает, когда люди радуются и им нравится твоя игра. Это очень так вдохновляет, и хочется показать каждый раз что-то лучшее, чтобы они порадовались. Вот. И вторая моя болельщица тоже мне кто написала в интернете, это Иракежан. Не помню, с какого она города, но с какого-то такого там дальнего Казахстана, как я поняла. Вот, тоже огромный привет тебе, Ирлан, тебе, Иракежан. Ну и, конечно, привет всем девчонкам, тренерам, докторам, массажистам, все, кто был в тот момент со мной в команде вместе, поэтому ни на кого зла не держу, всех целую, всех вспоминаю, всех обнимаю. Мой совет молодым: верьте в себя, верьте в этом, на чем работаете, и выкладывайтесь на 100% на каждой тренировке. Ни один путь к успеху не бывает легким, но просто будьте настойчивы, и результаты придут. Даже не важно, в спорте это или нет. Что я могу посоветовать молодым игрокам, то это, конечно же, терпение. Идти к своей цели. Если вы решили и определили, что это тот вид спорта, которым вы хотите заниматься, то вам нужно набраться терпения и работать, работать и работать. По-другому никак не получится. Даже если это и не волейбол, а в любом другом виде спорта, в любом другом деле, чем бы вы ни занимались, даже не спорт, все равно нужно много работать, чтобы добиться результата, чтобы прийти к своей какой-то цели. Вы должны понимать, ради чего вы туда идете, чего вы хотите добиться. Может, не сразу, может, со временем. Поначалу это будет просто удовольствие, поначалу, может, это будет просто время, проведенное на площадке, это просто вам будет нравиться и все. Но потом вы можете понять, что этот вид спорта может дать вам какой-то результат. И если даже в какой-то момент вам не очень понравится, и вы немножко засомневаетесь, что тот ли это вид спорта, чем вы хотите заниматься, то дайте еще один шанс этому виду спорта. И немножечко поработайте и посмотрите, что он влюбит вас в себя. Ну, потому что в волейбол невозможно не влюбиться. Первое, что нужно в 5-й партии, это собранность игроков, концентрация на каждый мяч, на каждое движение, выполнение установки тренера и думать обязательно о победе. Я выиграю этот матч, я буду успешной, и я все сделаю для победы. Я бы хотела пожелать молодым игрокам, девочкам и мальчикам, которые начинают делать свои первые шаги в волейболе, успехов, удачи и не заморачиваться о том, что будет через секунду. Вы должны получать удовольствие от игры и наслаждаться каждым моментом. А еще улыбайтесь. Почему? Потому что улыбка убивает страх.
about receive and take. Okay. It's so important. Okay. At first, okay. Good form. Good form. No. Good form. Okay. Second, okay. Read. You must check. Okay. You must check opponent's spike course, serve course, long, short. Okay. So important. Okay. So okay, you must check the opponent spike form, serve form. Okay. More. Okay. So important. Okay. Setter form. You must check. Okay. Third. Okay. Compare. Before my play, now my play. You must check. Before, for example, yesterday my play looked good, but today 5 bad contact. You must check. This is so important. Но тут, конечно, есть только один лайфхак, который нужно постараться выполнить. Это если ты будешь подавать на подаче эйсы, если ты будешь в защите тащить все мячи, если ты будешь нападать так, чтобы у противника руки отваливались от твоего удара, и если ты будешь чехлить блоком 1 в 1, успех тебе обеспечен.